Доброго дня, дорогие друзья! Сегодня я буду клеить бампер, да так, чтобы в этом месте он больше никогда не порвался. Этот бампер я ремонтировал уже неоднократно, делаю это с помощью сетки, и как видите, мягко говоря, это ненадежно. Для начала я быстренько удалю старую сетку. Удаляется сетка просто. Разогреваем места, где лежала сетка, паяльником, подковыриваем край шилом и на прогретых участках вытягиваем сетку с помощью плоскогубцев. Работа эта нудная. Теперь нужно зачистить все края, чтобы не осталось грязи, мусора, битума. Поскольку сетку я ложил уже неоднократно, пластика стало меньше. То же самое я сделаю и снаружи. Трещина у меня достаточно большая, поэтому я в нескольких местах поставлю несколько скоб. Откусываем лишние кусочки проволоки, чтобы они не мешали в процессе пайки. Теперь с помощью паяльника я сделаю точечную пайку. Жало паяльника топлю насквозь. Делаю это для того, чтобы прогреть пластик бампера, и затем заглаживаю. Начинаю с края. Теперь ближе к середине. И так по всему шву. Вам это делать даже лучше не снаружи, а изнутри. Вам просто потом нужно будет срезать оставшийся пластик, который выдавит жалом паяльника. И ваша трещина практически не будет заметна. В моем же случае пластика уже в месте трещины не хватает. Пластик, который выпер у меня, я просто разглажу паяльником. А теперь самое интересное. Способов ремонтировать бампер достаточно много. Кто-то трещину сшивает с помощью обычных заклепок. Кто-то пытается ремонтировать с помощью эпоксидной смолы. Кто-то покупает китайские круглые электроды, нарезает канавки и вплавляет туда с помощью специального пистолета, либо еще каким-то образом. Кто-то делает это сеткой. Но мне больше всего понравилась пайка с помощью плоских электродов. Но поскольку эти электроды достаточно дорогие и могут возникнуть проблемы с доставкой в другую страну и так далее, то я придумал другой способ. Вместо плоских электродов можно использовать самую обычную защиту из подкрылков автомобиля. Вот этот кусок я на разборке взял за копейки. Из этого подкрылка я нарезаю шинки нужной ширины и использую при пайке. Толщина моего подкрылка получилась около 2 мм. Толщина самого же бампера около 6. Затем нужно обязательно зачистить место там, где будет ложиться шинка. Не нужен никакой растворитель, никакая наждачка. Делается это с помощью обычного острого ножа.
Сначала зачищаем бампер, затем зачищаем саму шинку. Для того, чтобы приклеить шинку к бамперу, нам понадобится строительный фен. Вначале прогреваем хорошо бампер. Пластик у бампера достаточно толстый, поэтому греть его нужно дольше. Постарайтесь бампер не перегреть. И затем подогреваю край шинки. Как только станет он эластичным и мягким, я начинаю потихонечку его прикатывать. И видите, получается своего рода как бы волна расплавленного пластика впереди. Не спеша, понемножку. Остаток шинки можно обрезать обычным паяльником. И загладить краешек. Места под бампером у меня достаточно, поэтому это место я усилил парой шинок. Вот так. И еще один кусочек положу сверху. Пластик бампера тепло держит долго, поэтому я разогреваю только шинку. И накатываю ее сверху. Старайтесь шинку делать подлиннее, чтобы не обжигать пальцы. Теперь буду паять основную трещину. Грею пластик шинки до характерного блеска. И начинаю клеить. Я наплавлю еще одну, более широкую.
Главное, чтобы у нас получалась постоянно волна расплавленного пластика между шинкой и бампером, которую я как бы гоню впереди, видите? Там, где были сильные изгибы, я подогрел слегка еще и сверху. И вот что у меня получилось. Чтобы не ложить большой слой шпаклевки на бампере, я наложу здесь шинку где-то сантиметр. В вашем случае, возможно, ничего не нужно будет с этой стороны делать. С помощью ножа опять-таки удалю лишнюю краску, грязь. Подготовлю шиночку. Тот фен у меня слегка перегрелся, поэтому я взял другой. Лишний пластик сейчас точу болгарочкой. Болгарку поставил лепестковый круг. От высоких оборотов пластик не стачивается, а плавится. Поэтому лишнее нужно просто снять ножом. Шпаклевки у меня тут, как видите, уже будет минимум. И в этом месте бампер уже никогда не порвется.
Надеюсь, это видео было полезно вам. А если это так, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.